Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы послушаем сегодня Оксану Николаевну Лут о комплексном развитии сельских территорий в перспективе до 2030 года. Но сначала несколько оперативных вопросов. У нас идет программа «Газпрома» о газификации, но есть и другие вопросы. В таком же ключе речь об отечественном отопительном оборудовании. Сергей Евгеньевич, скажите, пожалуйста, несколько слов, как там ситуация развивается по этому направлению. Не только в Советской Федерации, а в целом. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, социальная программа по установке твердотопливных котлов населения Сибири и Дальневосточного округов разрабатывается по вашему поручению по итогам послания Федеральному собранию. Суть заключается в том, чтобы обеспечить наших граждан эффективным, экологичным и безопасным отопительным оборудованием на угле. Это отечественные твердотопливные котлы с высоким коэффициентом полезного действия, более 84%, и автоматической подачей топлива. Мы провели исследование и установили, что изношенное оборудование, которым пользуется население, значительно уступает современному по такому параметру, как расход топлива на выработку единицы тепловой энергии. Разница по этому параметру в среднем достигает 30, а порой 50%. Гражданин, которому заменят котел, почувствует серьезное улучшение качества жизни. Во-первых, в год на отопление ему будет требоваться не 9-10 тонн угля, а 6-7. То есть экономия составит 30%. Во-вторых, современное оборудование значительно проще в использовании, и загрузку угля можно производить один раз в несколько дней, а не 2-3 раза в день. И автоматика сама контролирует равномерную температуру помещения. В-третьих, современные котлы гораздо экологичнее, что поможет нам решить острые проблемы в угольных поселках, такие как черный снег и черное небо. В-четвертых, повышается и безопасность, так как котел, в отличие от печи, устанавливается в отдельно взятом помещении дома или отдельном мобильном модуле пристройки возле дома. Причем уже сейчас эти котлы устанавливаются населению по федеральному проекту «Чистый воздух», где акцент делается исключительно на улучшении экологической обстановки. Начиная с 2020 года по вашему поручению успешно реализуется программа социальной газификации. Однако газифицировать буквально все субъекты и населенные пункты не всегда экономически целесообразно. Чем дальше населенный пункт от магистрального газопровода, тем дороже подвести к нему газ. И как раз там, где газификация затруднена, установка твердотопливных котлов является органичным дополнением и решением социальных вопросов. В первую очередь в программу войдут льготные категории граждан, конечно, участники Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. Им поставка и установка оборудования будут осуществляться абсолютно бесплатно, что называется, под ключ. Эту программу мы разрабатываем вместе с Минстроем России и другими ФАИВами, регионами. И сейчас завершаем работу по основным направлениям. Первое – это критерии эффективности, экологичности и безопасности отечественного угольного оборудования. Второе – это параметры домовладений, подлежащие включению в программу. И третье – это схема управления программой и контроль за ее реализацией. Сейчас вместе с администрациями регионов Сибирского и Дальневосточного округов оцениваем масштаб программы на ближайшие годы. Уже выявлена потребность для более чем 155 тысяч домов, а потенциал оцениваем примерно в 1,5 миллиона домов. В ходе обсуждения программы с регионами также выявлен интерес и в других субъектах страны, в частности ЛНР и ДНР. Рассматриваем возможность привлечения госкорпорации «Ростех» к реализации программы. Все необходимые проекты документов мы подготовим к концу года и уже с 2025 года начнем установку котлов в домах наших граждан. Хочу поблагодарить вас за то, что вы поддержали это направление, и по вашему решению на него выделено не менее 32 миллиардов рублей. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Вот вы сказали про то, что кто-то имеет право бесплатно получать это оборудование, но люди часто не знают, на что они имеют право, кто имеет право на определенные льготы. Константин Анатольевич, я знаю, что вы организуете и бесплатную юридическую помощь людям. Как эта работа идет?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы докладывали, Владимир Владимирович, вам в мае 2021 года о состоянии в Российской Федерации Института бесплатной юридической помощи. И позвольте сейчас кратко доложить о том, что сделано и какие проблемы еще предстоит решить. Работа велась по 3 главным направлениям. Это совершенствование правового регулирования, далее формирование организационной структуры, но прежде всего в виде государственных юридических бюро, и информатизация и цифровая трансформация. Вот. В плане совершенствования нормотворчества, то мы приняли по нашему предложению было принято 7 федеральных законов, суть которых сводится к тому, что расширена категория граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. Это прежде всего бойцы и члены семей участников СВО. Мы, кстати, очень плотно работаем с фондом «Защитники Отечества», и вот скоро состоится 6-я уже совместная видеоконференция, в которой примет участие 800 человек. Кроме этого, мы усилили координирующую роль государственных юридических бюро, и также урегулировали деятельность юридических клиник. На сегодняшний день у нас создано и работает госюрбюро в 51 регионе. Вот когда мы вам докладывали в мае 2021 года, тогда было 26 госюрбюро. И надо отметить, что в 5 регионах они будут созданы в ближайшее время, в том числе и в новых регионах. То есть сейчас уже в Донецкой, Луганской республике приняты законы, в Херсонской области тоже принят соответствующий закон. В Запорожье закон на выходе, и я думаю, что до конца года, а может быть в начале следующего года, в новых регионах государственные юридические бюро будут созданы. Вот. Кроме этого, за этот период мы использовали такую форму работы, как автомобили, и поставили 53 автомобиля в регионы. Они очень хорошо себя зарекомендовали. Это представляет из себя мобильный офис бесплатной юридической помощи на колесах. И вот очень хорошо отработали у нас регионы в приграничных регионах, и, соответственно, в Курске я также хотел бы поблагодарить Московскую область и Тамбовскую область, которые свои автомобили тоже направили, и очень эффективно была оказана юридическая помощь бесплатная гражданам, которые были эвакуированы. Во время чрезвычайной ситуации в Оренбурге тоже автомобили очень хорошо, и мы будем, в общем-то, развивать эту историю и считаем, что автомобиль подобного рода должен работать в каждом регионе. Мы рассчитываем, что, наверное, за 2025-2026 год мы создадим уже государственное юридическое бюро вместе с регионами, наверное, в подавляющем большинстве, а может быть во всех регионах. Далее цифровизация. Мы разработали и ввели в эксплуатацию информационную систему «Правовая помощь», и она уже заработала в 10 пилотных регионах. И надо отметить, что примерно в каждом 3-м случае оказания бесплатной юридической помощи эта платформа используется. Важная часть этой системы – это портал правового просвещения, так называемый «Вправе РФ». И там уже у нас размещено более 200 жизненных ситуаций, и любой гражданин может зайти на этот портал и, так сказать, получить консультацию. Обращаю внимание, не только граждане, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, но также любой гражданин Российской Федерации. Что мы планируем сделать? В плане нормотворчества мы считаем, что надо рассмотреть вопрос о том, чтобы придать оказанию бесплатной юридической помощи универсальный характер, потому что на сегодняшний день закон построил таким образом, что определенные категории граждан имеют право на получение бесплатной юридической помощи по определенным вопросам. В общем-то, странно будет выглядеть ситуация, когда человек, например, выпускник детского дома, приходит за оказанием бесплатной юрпомощи, а ему говорят, что мы можем вас проконсультировать по вопросу бесплатного получения жилья, а вот как открыть свой бизнес, извините,
в соответствии с законом вы права такого не имеете. Поэтому мы считаем, что надо рассмотреть и в случае, так сказать, целесообразности и необходимости внести соответствующие изменения, чтобы отдельные категории наших граждан имели право на универсальную юридическую помощь бесплатную, то есть по всем вопросам. Я уже сказал о том, что Госюрбюро – это самая эффективная форма оказания бесплатной юридической помощи, и вот тому есть живые примеры. Ну, например, даже за небольшие деньги создается бюро, там, например, 3,5-4 миллиона рублей в год, но, тем не менее, количество случаев, по которым оказывается бесплатная юридическая помощь, возрастает в десятки раз. Ну и, соответственно, я уже говорил, что мы планируем создать в каждом регионе Госюрбюро. И в плане цифровизации. В 2025 году мы надеемся, что мы уже из формата пилотности платформу «Правовая помощь» настроим в каждом регионе, и она будет взаимодействовать с порталом государственных услуг. И, собственно говоря, мы планируем увеличить количество жизненных ситуаций с использованием технологии искусственного интеллекта до 1000, это уже в следующем году. Ну и, в принципе, на сегодняшний день у нас бесплатная юридическая помощь по 2024 году, наверное, будет оказана в районе 1 миллиона случаев, а для сравнения в 2021 году у нас цифра составляла 300 тысяч. В будущем, я считаю, когда вот вся эта система будет построена, наверное, мы будем оказывать помощь уже в нескольких миллионах случаев, ну, с учетом того, что у нас на сегодняшний день право на бесплатную юридическую помощь имеют 32 миллиона наших граждан. У меня все. Благодарю за внимание. Спасибо. Вот Сергей Евгеньевич сказал, что программа перехода на отечественное энергоэффективное отопительное оборудование пошла после послания президента этого года. На самом деле программа эта пошла еще раньше, в 2023 году в рамках проекта «Экология». И мы рассчитывали на определенный экологический эффект от перехода на это оборудование. Александр Александрович, эффект-то есть какой-то? Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Если говорить об экологическом отоплении, то, конечно, лучше это газовое и электрическое. Поэтому в 12 городах федерального проекта «Чистый воздух» частные домовладения, где топят углем и дровами, газифицируем либо подключаем к центральным электросетям. Из 155 тысяч частных домов в 12 городах почти 80 тысяч уже переподключили на газ или электричество. И работы идут по социальной газификации. Спасибо нашим коллегам из Минэнерго и Газпрома, они здесь подставили плечо и помогают. По итогу в этих городских районах фиксируем снижение вредных выбросов от частного сектора примерно 90-100%. Вот на примере Красноярска, в тех местах, где нет возможности проложить сети, с июня мы начали устанавливать автоматические твердотопливные котлы, о которых говорил Сергей Евгеньевич. Они тоже позволяют кратно снизить вредные выбросы, бензопирены из взвешенных частиц. Это как раз те вещества, которые вызывают онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Так вот, за 4 месяца установили более 700 котлов, и до 2026 года мы модернизируем еще свыше 1000. И со следующего года перейдем на города чистого воздуха в Хакасии, Тыве, Бурятии, Иркутской области. Порядка 35 тысяч домовладений у нас стоят в плане, и все работы будут осуществлены бесплатно. А в Красноярске вредные выбросы после установки котлов снижаются от каждого домовладения примерно на 38%. Процентовка, конечно, зависит от марки угля. И в Красноярске используется бурый уголь, это больше сырское угольное месторождение, Балахтинский разрез, он дает такой эффект. А вот, например, в Хакасии и Иркутской области, где совсем другие марки угля, мы ждем снижения выбросов до 80%. Эти данные мы получили после лабораторных исследований нашего Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, Центр лабораторных анализов технических изменений по Сибири. На практике мы обязательно это все проверим и еще раз подтвердим те заключения, которые дали наши лаборатории до применения этого оборудования. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Так и нужно. Так и будем идти по этому пути. Марат Шкизанович, я посмотрел, вы случайно увидел вместе с Сергеем Евгеньевичем дорогу открывали.
Владимир Владимирович, мы действительно провели прекрасное мероприятие. Ваше поручение 2020 года выполнено. 50 километров объезд с хорошими развязками, с красивым мостом. Просто вот в рамках развития маршрута России был сделан. Причем объект был построен за 3 года. Значит, то есть от идеи, от вашего поручения до пуска в эксплуатацию прошло 3 года. С очень хорошим качеством и в очень бюджетном варианте. Один из лучших вариантов, Владимир Ильич, огромное вам спасибо. До этого весь поток шел через город, двухполосный поток. Вот пока мы там стояли, по старой трассе, знаете, непрерывным потоком шли фуры, потому что движение между Красноярском и Новосибирском, Кемерово и туда и сюда, оно очень интенсивно. Поэтому, Владимир Ильич, спасибо вам огромное. Мероприятие очень достойное. Но я вообще хочу сказать, вот на примере последней поездки, да, Кемерово реализовал целый ряд серьезных проектов. КРТ в центре города на 540 гектаров. Это тоже связано с транспортной доступностью. Если бы не было, например, реализовано это проекты, такой же КРТ тоже не был бы реализован. Поэтому в целом Кемеровская область все показатели выполняет и на хорошем уровне. Спасибо. И население, и жители очень хорошо вас приняли. Спасибо. Сергей Евгеньевич, это то, что вы планировали, и то, что люди и хотели там, да? Так точно, это по вашему поручению была разработана программа социально-экономического развития Кузбасса. Она разработана в результате приезда председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, который лично прилетел к нам в Кузбасс в кратчайшие сроки прямо в Кемерово. Эта была программа утверждена, а теперь мы видим результаты этой программы. Спасибо большое за ваше поручение и поддержку правительства. Здорово. Ладно. Я хотел бы у Романа Владимировича спросить по поводу вывоза контейнеров с Дальнего Востока. Если уж мы перебрались в Сибирь, до Дальнего Востока тоже недалеко. Как там ситуация? Мы обсуждали это летом активно. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Действительно, с середины 2022 года продолжается тенденция значительного роста поступления контейнеров с импортными грузами в морские порты Дальнего Востока. Тогда, вы помните, возникли серьезные сложности, и благодаря вашей, Владимир Владимирович, поддержке в конце 2022 года были приняты комплексные решения, которые позволяют и сейчас наращивать вывоз контейнеров с импортными грузами, а также рационально использовать пропускную способность Восточного полигона железных дорог за счет снижения порожнего пробега полувагонов. В августе я лично посетил основные портовые мощности Приморского края и перспективные площадки развития инфраструктуры, пообщался с участниками процессов и вник в технологию. Отмечу, что на сегодняшний день мы ежесуточно отправляем 11 составов с контейнерами в полувагонах. При этом общий вывоз контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока за 9 месяцев составил 905 тысяч контейнеров 20-футового эквивалента, что на 4,5% выше аналогичного периода 2023 года. В соответствии с вашим поручением, вопрос накопления контейнеров в морских портах Дальневосточного бассейна 12 сентября предметно был рассмотрен заместителем председателя правительства Российской Федерации Савельевым Виталием Геннадьевичем на совещании с участием представителей ОАО РЖД и морских терминалов. По итогам были даны конкретные поручения по увеличению объемов перевозок и организации безопасной технологичной работы морских портов. В результате в сентябре-октябре текущего года объемы перевозок нарастили до 3817 контейнеров в среднем в сутки, что уже на 14% выше уровня августа 2024 года. Как следствие, на текущий момент наличие импортных контейнеров на морских терминалах Дальнего Востока составляет порядка 49 тысяч штук, что на 7 тысяч контейнеров или на 13% ниже среднесуточного показателя сентября текущего года. Учитывая рекордный вывоз контейнеров железнодорожным транспортом, загрузка морских терминалов по состоянию на сегодня на 8 утра по Москве 30 октября составляет в среднем 79% от проектной мощности, тыловых терминалов 59% в среднем. Отмечу, что загрузка более 100%, как иногда было прежде, на сегодня отсутствует. Совместно с региональными властями и участниками рынка развиваем тыловые площадки.
Отмечу, что частные инвесторы видят это направление перспективным и продолжают развивать мощности сухих портов как на Дальнем Востоке, так и в регионах назначения груза. Для стабильной работы по вывозу контейнеров РЖД продолжает предоставлять тарифную скидку в размере 20,7% при перевозках в полувагонах. Аналогичное решение принято уже на следующий 2025 год. В сентябре текущего года также принято решение о переходе с месячного на поквартальный план вывоза контейнеров, что дает участникам процесса возможность более долгосрочного планирования. Для увеличения глубины планирования 28 октября совместно с РЖД и участниками процесса на совещании под моим руководством обсудили переход на годовое планирование. И в скором времени мы перейдем на годовой горизонт планирования. С апреля 2024 года, также хочу отметить, вступили в силу поправки в федеральный закон о морских портах, в исполнении которого администрация морских портов Приморского края назначены конкретные лица, ответственные за мониторинг, перевалки и технологического накопления грузов на морских терминалах, а также утвержден порядок доведения информации о таком мониторинге до капитанов морских портов. Теперь капитаны морских портов при формировании суточного графика, расстановки и движения судов учитывают информацию о превышении фактической загрузки морского терминала по отношению к проектным значениям. Тема вывоза контейнеров с импортными грузами из морских портов Дальнего Востока находится на постоянном контроле в Минтрансе России. Мы еженедельно проводим заседания штаба для решения срочных вопросов. Оперативные данные я ежедневно получаю лично и докладываю в правительство. Учитывая, что спрос на перевозку морских портов Дальнего Востока постоянно растет, и учитывая то, что мы понимаем, что основная нагрузка традиционно ожидается на ноябрь, декабрь, январь, данная работа будет продолжена. Доклад закончил. Спасибо за внимание. Хорошо, ладно. Но надо обязательно, Роман Владимирович, обязательно нужно вот держать под контролем, потому что накапливать их там, ну, что говорить, вы сами все понимаете, все знаете. Но, я надеюсь, что со всеми транспортными службами, с предприятиями, с РАО РЖД надо просто не допускать никакой перегрузки. Это все. Пожалуйста, повнимательнее. Есть. Угу. Дмитрий Николаевич, мы с вами несколько раз обращались к теме развития паралимпийского движения и запланировали встречу с нашими ребятами-паралимпийцами. Но знаю, что вчера завершился очередной национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограничениями по здоровью. Как прошло это мероприятие? Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Действительно, одна из национальных целей, которую вы нам поставили, это реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов. И правительство, по вашему поручению, создает условия для самореализации всех граждан. И одной из самых уязвимых групп, конечно, являются люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. И с 2015 года по вашему поручению развивается движение Обилимпикс. Это часть вашей президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он входит в федеральный проект «Профессионалитет». За 10 лет большой путь пройден, выросло число соревнований и компетенций с 29 до 206. Ключевые компетенции, которым обучают, это IT-технологии, общественное питание, услуги и сервис, строительство, медицинские профессии. И в каждой такой компетенции появляются победители, которые своим примером показывают, как можно достичь успехов, что может человек с ограниченными возможностями по здоровью реализовать как профессионал. За время проведения количество конкурсантов Обилимпикса увеличилось почти в 100 раз, до 25 тысяч человек в этом году было. Среди них есть и ветераны специальной военной операции. И я предлагаю, если поддержите, в следующем году сделать отдельный чемпионат для ветеранов СВО. За все время в соревнованиях приняло участие уже более 120 тысяч человек. Эту цифру, конечно, нужно увеличивать. В прошлом году, кстати, вот чемпионаты для новых субъектов проходили в Москве, а в этом году уже и Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области самостоятельно провели такие чемпионаты у себя. А сегодня чемпионат становится и международной площадкой. В этом сезоне к нему присоединились конкурсанты из 8 дружественных стран, такие как Китай,
Белоруссия, Катар, другие. И, Владимир Владимирович, и вот в вашей итоговой декларации саммита БРИКС вы тогда совместно с главами государств-участников сделали отдельный акцент на развитии молодежных обменов, в том числе в образовании, в подготовке кадров, повышении квалификации. И мы сейчас прорабатываем вопрос о проведении ежегодных открытых соревнований со странами БРИКС по профессиональному мастерству для вот этой категории людей с инвалидностью и ограничениями по возможности здоровья. А наш же чемпионат, принимая ребят из других стран, будет и дальше способствовать такой кооперации. Как вы сказали, буквально вчера состоялась церемония награждения лидеров 10-го, юбилейный был чемпионат. Победителями стало 450 человек, они все получили сертификаты на обучение, приобретение средств реабилитации. Но если говорить о главных результатах, то это, конечно, трудоустройство участников. Сегодня оно составляет 93,5%. И, Владимир Владимирович, конечно, такие результаты стали возможны, в том числе благодаря нашим партнерам. И хочется отметить регионы с высоким уровнем трудоустройства. Это Красноярский край, Ульяновская, Ростовская области, Республики Татарстан, Северная Осетия, ну и, конечно, город Москва, где проходят финалы Обилимпикса. И хочется поблагодарить команду Сергея Семеновича Собянина за прекрасное проведение финала, организацию культурной, экскурсионной программы для участников со всех стран. Это очень позитивные отклики. Сегодня также в движение вовлечены около 2500 отечественных предприятий. И, Владимир Владимирович, есть отрасли, где работодатели активно вовлекают людей с ограниченными возможностями. Это прежде всего обрабатывающая промышленность, сферы торговли, образования, здравоохранения, социальное обеспечение. Вместе с тем нужно отметить сферы, в которых трудоустройство людей с инвалидностью необходимо будет увеличивать. Это и гостиничный бизнес, и общепит, сфера культуры, финансов, страхования. Ну, высокий уровень трудоустройства именно участников чемпионата, это, конечно, очень хорошо, но мы должны работать над тем, чтобы такой же уровень был, конечно, среди всех людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Это сложный путь, поэтому показатели эффективности работы руководителей колледжей и университетов мы включим цели по трудоустройству таких ребят, чтобы работа с ними и потенциальными работодателями начиналась уже в период обучения с первых курсов. А с учетом положительного опыта проведения чемпионата я попрошу вашего поручения профильным министерством совместно с субъектами и индустриальными партнерами проработать и разработать комплекс мер по наращиванию профессиональных компетенций у детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с целью их дальнейшей самореализации и трудоустройства. Спасибо за внимание. Спасибо, это очень важная работа. И, конечно, нужно подготовить вот этот проект поручений на этот счет. Вы знаете, я не так давно встречался с ребятами, участниками специальной военной операции, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, в том числе и колясочники. И спросил у них, как дела? Все отлично, все хорошо, вопросы, проблемы. Вопросов нет, проблем нет. Но я на всякий случай все-таки попросил коллег из администрации, чтобы с ними, с каждым поговорили. И посмотрел, что с ними происходит. Как живут, как работают. На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов. Значит, кто-то работает, кто-то и не может трудоустроиться даже. Да? Вот, поэтому я бы попросил вас вместе с Татьяной Алексеевной и вместе с Минобороны подготовить такой перечень поручений, который бы работал вот в этом очень важном, очень нужном направлении. Все, там люди все как бы официально все получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. Там и фонд у нас работает, и все. Нужно, чтобы в регионах работали как следует. Чтобы работали в регионах. Но нужно. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел, недостаточно. Поэтому правильно нужно обязательно подготовить такие поручения, во-первых. Во-вторых, сама по себе тема чрезвычайно важна, и обязательно нужно ей заниматься дальше.
Вам спасибо. Пожалуйста, Оксана Николаевна, прошу вас. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Устойчивое развитие сельских территорий является одним из ключевых направлений доктрины продовольственной безопасности. И в соответствии с вашим поручением с 2020 года мы начали реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Прежде всего хочу отметить, что инструменты госпрограммы находят большой отклик в регионах, позволяя системно улучшать качество инфраструктуры на селе, где сегодня проживает 37 миллионов человек. За пятилетний период нам удалось охватить инфраструктурными проектами почти 12 тысяч населенных пунктов и 40% сельского населения. К концу текущего года будет создано и модернизировано порядка 5000 объектов социальной, жилищной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также выполнено более 13 тысяч проектов благоустройства территории. В рамках направления «Современный облик сельских территорий» создано 248 школ, 155 детских садов, 66 ФАПов, амбулаторий, поликлиник, 338 домов культуры, 1190 объектов инженерной инфраструктуры, включая 660 объектов водоснабжения и водоотведения, и почти 2000 километров сельских дорог. В рамках проектов по благоустройству создаются новые спортивные площадки, детские игровые зоны, общественные пространства, проводится уличное освещение. Особое значение, конечно, мы придаем улучшению жилищных условий граждан. Свыше 185 тысяч семей смогли приобрести новое комфортное жилье, в том числе за счет нашего основного инструмента – это сельская ипотека. Это порядка 11 миллионов квадратных метров за 5 лет. Большая часть получателей сельской ипотеки – это молодые люди до 40 лет, половина из которых переехала в сельскую местность из городов. При этом 80% из них выбирают проживание в собственном доме, а не в многоквартирном доме. Кроме того, все более активно для улучшения жилищных условий применяется такой инструмент, как коммерческий найм жилья. Этот инструмент позволяет выстраивать долгосрочные отношения между работником и работодателем на селе. При софинансировании со стороны бизнеса в 20-30% регион строит современное комфортное жилье, которое в дальнейшем предоставляется в найм сотруднику и членам его семьи. А после 5 лет работы в сельской местности такое жилье можно выкупить за 10% от рыночной стоимости. Важно отметить, что мы предоставляем эту меру работникам не только сферы АПК, но и других отраслей экономики, врачам, учителям и иным работникам социальной сферы, которые живут и работают на сельских территориях. Объем финансирования государственной программы за счет федерального бюджета за 2020-2024 годы составил 263 миллиарда рублей. И мы видим стабильно высокий интерес бизнеса к участию в госпрограмме. Социально ответственные предприятия наши заботятся о своих сотрудниках, которые проживают на сельской местности, софинансируют на добровольной основе социально-инженерные мероприятия госпрограммы. И за прошедший период наш бизнес вложил порядка 17 миллиардов бюджетных средств в эту программу. На следующий год законопроектом о федеральном бюджете предусмотрено 108 миллиардов рублей и на 26-27 годы еще 185 миллиардов, что позволит нам дополнительно реализовать еще порядка 3000 проектов в рамках направления «Современный облик сельских территорий». И отдельно скажу, что с 2025 года госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» заработает в 4 новых регионах. У нас есть проекты отобраны, будем работать, строить там социальную инженерную инфраструктуру. Говоря о дальнейших перспективах работы, я хочу подчеркнуть, что она должна строиться на синхронизации всех отраслевых программ, которые предусматривают реализацию мероприятий на сельских территориях. Сейчас это 14 госпрограмм, в том числе развитие здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта, туризма и другие. В рамках 309 указа приоритетом для этих программ станут опорные населенные пункты, что позволит улучшить качество их среды жизни на 30% до 2030 года. И сейчас уже есть много примеров одновременной модернизации социальной инфраструктуры в сельских агломерациях за счет межведомственного взаимодействия. По капремонту школ, объектов культуры, спорта, модернизации первичного звена, здравоохранения, инженерной и транспортной инфраструктуры. И такой комплексный подход позволяет создавать комфортные условия для наших граждан на селе, в том числе для молодежи. Отдельно я хотела бы остановиться на создании условий для работников именно агропромышленного комплекса.
Учитывая необходимость увеличения объемов производства продуктов питания к 2030 году на 25% и экспорта агропромышленной продукции в 1,5 раза в соответствии с 309 указом, наша задача, безусловно, сохранять кадры на сельских территориях и в нашей отрасли. Сегодня в агропромышленном комплексе трудятся порядка 6 миллионов человек, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. И здесь стоит отметить, что даже крупные холдинги с конкурентоспособной оплатой труда, которая у нас выросла на 60% за последние 1,5 года, испытывают значительную потребность в кадрах. И, конечно, это влияет на производственные темпы в отрасли. Еще одной задачей в соответствии с 309 указом является реализация нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в рамках которого нам необходимо достичь лидерства в таких сферах, как селекция и генетика растений и животных, производство ферментов, пищевых кормовых добавок, ветпрепаратов, сельхозтехники, оборудования для пищевки, что, безусловно, тоже требует наличия кадров для этих отраслей. И здесь одной из важнейших задач для себя мы видим формирование системы подготовки аграрных кадров с обеспечением необходимого для них качества жизни на сельских территориях. Базовое звено этой цепочки, конечно, это агротехнологические классы, которые должны находиться преимущественно в сельских школах. В соответствии с вашим поручением, на основе существующего опыта регионов, мы совместно с Минпросвещением и Минобрнауки разработали концепцию развития таких классов. В них будет выстроена современная модель профильного образования, предусматривающая углубленное изучение таких предметов, как биология, физика, химия, математика, основанная на тесном сотрудничестве работодателей, школы и организации СПО и высшего образования. Уже в этом году в пилотном режиме мы запустили ряд таких агроклассов по новой модели в школах, которые расположены именно в сельских районах. К 2030 году мы ожидаем создать порядка 18 тысяч таких агроклассов по всей стране. Также со следующего года в рамках федерального проекта «Кадры ВПК», входящего в новый национальный проект, мы разработали комплекс мероприятий, который позволит повысить уровень подготовки высококвалифицированных специалистов и специалистов рабочих профессий, которые для нас наиболее важны. Он предусматривает набор системных мер, это материально-техническое оснащение агроклассов, модернизация учреждений среднего профессионального и высшего образования, поддержку ученых и преподавателей, которые готовят научные и производственные кадры для отрасли, и их обеспечение жильем в сельской местности. Ежегодно только по линии учебных заведений, подведомственных Минсельхозу, на рынок труда выпускается более 50 тысяч молодых специалистов. И, конечно, мы ставим перед собой задачу обеспечить их трудоустройство в нашей отрасли с комфортным проживанием на сельских территориях. Уважаемый Владимир Владимирович, запланированные мероприятия в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий и нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» безусловно позволят выполнить показатели доктрины Продбеза и внести свой вклад в достижение национальных целей и повышение уровня жизни населения, которое обозначено вами как главный приоритет развития нашей страны. Спасибо. Спасибо. Томенко Виктор Петрович из Алтая, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, Алтайский край, являясь одним из крупных аграрных регионов страны, безусловно, вносит свой весомый вклад в обеспечение ее продовольственной безопасности. Мы традиционно в лидерах по производству основных видов сельхозсырья и продовольствия: зерно, мука, крупы, сыры, масло сливочное, растительное масло, мед и многое другое. Текущий год, к сожалению, был отмечен рекордным количеством осадков, выпавших в период уборочной кампании. Для преодоления этой сложной ситуации был введен региональный режим ЧС. В итоге, благодаря повышению технологичности ведения хозяйства в отрасли, усилиям наших аграриев, мерам государственной поддержки, уборка на сегодня практически завершена. Осталось немного еще убрать подсолнечник по погоде. Собран достойный урожай. Валовой сбор зерновых, зернобобовых культур оценивается на уровне 5,5 миллионов тонн в первоначально оприходованном весе. По масличным культурам ожидаем очередной рекорд для Алтайского края – более 2 миллионов тонн маслички. Сохраняется положительная динамика по показателям развития животноводства в общественном секторе. Отмечу, что все эти результаты, даже в таких неблагоприятных погодных условиях, достигнуты в первую очередь благодаря профессионализму и самоотверженному труду работников отрасли. Более 41% жителей края проживает в сельской местности, а в агропромышленном комплексе работает более 150 тысяч человек. Поэтому, конечно, очень серьезно занимаемся реализацией программы комплексного развития сельских территорий. Вот за 5 лет
по ней в инфраструктуру Алтайского села направлено свыше 10 миллиардов рублей. Введено более 100 объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке государства реализовано более 260 различных проектов по благоустройству, созданию зон отдыха, общественных пространств, спортивных и детских площадок. Ключевым направлением программы является улучшение жилищных условий для селян. С начала ее реализации 3300 сельских семей у нас приобрели или построили жилье, из них порядка 2900 семей на условиях льготной ипотеки. Аграрии края активно участвуют в программе строительства арендного жилья, то есть вот тот самый коммерческий найм, что позволяет решать проблему обеспечения организации квалифицированными сельскими специалистами. Наряду с этим мы сохраняем и социальные выплаты и реализуем проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку. Также в рамках действующего федерального проекта «Современный облик сельских территорий» реализовано несколько крупных проектов. В этом году мы летом с Оксаной Николаевной были на них, поговорили, посмотрели, поговорили с людьми, для которых они построены. Школа прекрасная в Тальменке, ФАП, стадион, Дом культуры, сети инженерных коммуникаций. В текущем году приступили к реализации еще 2 проектов стоимостью более 1 миллиарда рублей и уже подготовили свои планы. И в 2025 году еще 3 больших крупных населенных пункта подключим к реализации этой программы с стоимостью объектов, которые будут реализованы, более 2,5 миллиардов рублей. И, конечно, инфраструктура села активно развивается в рамках других отраслевых программ. Наша практика показывает, что такая синхронизация за счет комплексного подхода позволяет более эффективно решать вопросы обустройства сельских территорий, повышать уровень и качество жизни людей. Нашими надежными партнерами в этой работе являются как крупные организации агропромышленного комплекса, так и малые формы хозяйствования. Отмечу также все возрастающий рост предпринимательской активности и высокую заинтересованность агробизнеса в дальнейшем развитии инфраструктуры наших поселений. Уважаемый Владимир Владимирович, за период реализации программы у нас в регионах сформировался большой, богатый опыт и большие планы по дальнейшему развитию села. Поэтому я хочу сказать, что возможное дальнейшее увеличение ассигнований, а мы постоянно этот вопрос обсуждаем на уровне правительства, федеральных органов власти, дальнейшее возможное увеличение ассигнований на их реализацию будет очень хорошо воспринято нашими жителями, нашими избирателями. И окажет заметное влияние, я в этом убежден, на достижение национальных целей развития. На текущий момент мы во взаимодействии с Минсельхозом России активно включились в работу по обеспечению технологического суверенитета, в первую очередь в подготовку к реализации на территории края мероприятий нового федерального проекта «Кадры для АПК». Базой для его реализации станут 3 наших вуза и 21 краевая профессиональная образовательная организация. Ежегодно ими уже сегодня выпускается более 2000 специалистов высшего и среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. Наши вузы обеспечивают подготовку специалистов по 26 специальностям и направлениям, организации среднего профессионального образования по 15 направлениям. В целях развития кадрового потенциала и повышения престижа аграрных профессий Алтайский край уже сегодня также участвует в таких федеральных проектах, как агроклассы и профессионалитет. Рассчитываем и убеждены, что в ходе такой работы сможем создать те самые необходимые условия для дальнейшего развития кадрового потенциала в агропромышленном комплексе. А это в конечном итоге, конечно, продовольственная безопасность страны. В заключение хочу поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, и правительство Российской Федерации за поддержку села, всего нашего агропрома, за постоянное внимание к нашим проблемам в этой сфере. Благодарю за внимание. Да. У вас, Виктор Петрович, взаимоотношения как с министерством, с правительством в целом. Вы как человек, возглавляющий регион, сельскохозяйственный регион, видите какие-то еще вопросы, требующие дополнительного внимания с точки зрения организации работы, организации взаимодействия между регионами и правительством? Владимир Ильич,
Контакт очень плотный, я бы даже сказал, каждодневный. По всем направлениям работаем, начиная от режима видеоконференц-совещаний до личных посещений первыми лицами региона, до совещаний в Москве, до работаем, естественно, в рамках наших комиссий Государственного совета. Очень много вопросов там обсуждаем. Я в течение предыдущих 6 лет возглавлял комиссию по сельскому хозяйству. Там сейчас у нас ротация произошла. Продолжаем такое взаимодействие. Основные все вопросы на этих площадках мы, безусловно, обсуждаем. И самое главное, констатирую, что нас слышат, наши инициативы учитываются, ну и балансируя возможности и потребности, ну, выходим на мой взгляд, оптимальные решения. Ладно, хорошо. Смотрите, у нас программа эта действует с 2020 года, и действительно кое-что сделано, так скромно скажем, сделано кое-что. Это касается и жилья, это касается дорог, но прекрасно понимаем все, что сделать нужно гораздо больше. Правда, удалось достичь, на мой взгляд, положительной динамики, хорошего состояния по главному показателю. У нас на 1 ноября 2024 года значит, сохраняется доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации. Это на уровне 25,1%, при плановом значении 25%. Вот это такой обобщенный показатель, который, в общем, говорит о том, что реализуемые программы в целом, они работают. Ну и село развивается, производство развивается, что самое главное. Но на что бы хотел обратить внимание. Несмотря на увеличение объемов финансирования, сокращается количество реализуемых проектов в рамках госпрограммы развития села. Понятно из-за чего? Из-за удорожания. И я сейчас не хочу вдаваться в детали, не буду сейчас всех утомлять цифрами, но я бы просил обратить внимание вот на это обстоятельство. Нужно выделять приоритеты, нужно все вместе и правительство, и регионам поработать над тем, чтобы по необъективным обстоятельствам цены не задирались ни по одному из проектов, которые на селе реализуются. В общем, это большая комплексная работа, которую, безусловно, надо продолжить, причем делать это нужно обязательно всем вместе. А то в целом программа действительно реализуется. Спасибо. Всего хорошего. Благодарю вас.